Привет, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вам приготовить восхитительную нежную курицу по-ямайски в соусе джерки. Я буду готовить из целой курицы. Хребтовую часть вырезаем. Она нам не понадобится. Оставим на суп. Отделяем окорочка. Крылышки. Ребрышки тоже в суповой набор отправим. Грудку разрубим пополам. У меня большой домашний бройлер. Грудка очень крупная. Я еще разделю вот так пополам. Это в суп. Теперь нам нужно приготовить рассол для маринования курицы. Разрезаем головку чеснока пополам, прямо со шкуркой. Только помыть не забудьте. Отправляем в 2,5-3 литра воды. Кусочек имбиря, грамм 40-50. Порежем кусочками. Нужен стручок перца халапеньо, но у меня нет. Я вот такой добавлю. Он тоже очень острый. Душистый перец 12-15 горошин. Соль морская 150 грамм. Сахар 120 грамм. Нагреваем воду, но не нужно то кипение. Только чтобы соль и сахар хорошо растворились. Нам нужно наморозить льда из 1,5 литра воды. Нам обязательно для подготовленного рассола нужно сделать шок. Всегда горячую воду вливаем в лед, а не наоборот, потому что в горячей кастрюле лед быстрее растает и не будет нужного эффекта от охлаждения. В этом рассоле мясо будет мариноваться 2 суток. Поэтому посуду обязательно сполосните кипятком, чтобы было меньше патогенных бактерий. Заливаем остывшим рассолом. При таком способе разрушается протеин, который связывает тонкую пленку между кожей и мясом. И курица промаринуется до самой косточки. Закрываем и ставим на 2 суток в холодильник. Прошло 2 суток. Посмотрим, как там наша курочка. Рассол не только проникает полностью в мясо, он вытянул всю оставшуюся кровь. Мясо благодаря этому получается просто великолепным. Промываем куски курицы в чистой воде. Снова складываем в емкость. Теперь подготовим еще один маринад. Сушеный орегано или тимьян 1 столовая ложка. Душистый перец неполная чайная ложка. Гвоздика пол чайной ложки. Маленький мускатный орех 1 штука. Соль морская 1 чайная ложка. Молотый лавровый лист пол чайной ложки. Красный острый перец пол чайной ложки. Перебьем все в кофемолке. В блендер выливаем соевый соус 150 мл. Ворцестерский соус 150 мл. Высыпаем подготовленные специи. Сок 1 лимона.
Оливковое масло 50 мл. Мякоть тамаринда 2 столовых ложки. Его кислота уникальна. Отличается от других подкислителей. Коричневый сахар 1 столовая ложка. Острый перец. У меня вот такой маленький, но очень острый. Три зубчика чеснока раздавим. Немного измельчим. Добавляем в маринад. Чеснок из рассола очищаем и отправляем тоже в маринад. Небольшой кусочек имбиря порежем. Также нам понадобится небольшой пучок зеленого лука. Все перебиваем в блендере. (50-70 мл) этого соуса оставим для приготовления соуса для барбекю. Остальным соусом маринуем курицу. Хорошо перемешаем. Оставляем мариноваться в холодильнике на сутки. Нужно будет перемешать в течение суток несколько раз. Прошли еще сутки. Подготовим соус для нашего барбекю. Ямайский соус джерки. Нарезаем один большой лук некрупным кубиком. Высыпаем на сковородку в разогретое растительное масло. Нарезаем кружочками 4 зубчика чеснока. Отправляем к размягченному луку. Кусочек имбиря, грамм приблизительно 50. Почистим. Удобно это делать ложкой. Нарежем. Высыпаем в сковороду. Соль 1 чайная ложка. Не нужно зажаривать. Я добавлю около 200 грамм слив. Ямайцы используют любые сезонные фрукты для приготовления этого соуса, поэтому он всегда разный. Когда сливы или любые другие фрукты размягчатся, добавляем 50 мл соуса, который оставляли раньше. Когда соус снова хорошо нагреется, всыпаем 70 грамм коричневого сахара. Мешаем до растворения сахара. Добавляем 150 мл классического кетчупа. Но я добавил домашний, который приготовила моя любимая теща. Варим соус джерки на медленном огне, постоянно помешивая в течение 30 минут.
Переливаем соус в блендер. И хорошо перебиваем. Курицу достаем из марината. Будем жарить ее на мангале. Этот маринад нам еще понадобится. На окорочках я решил сделать надрезы. Выкладываем мясо на решетку, когда угол покроется белым налетом. Когда снизу подрумянится, переворачиваем. Смазываем соусом, в котором мариновали курицу. Кстати, остатки соуса вы можете заморозить и замариновать в нем курочку в следующий раз. Благодаря этому соусу и частому переворачиванию мясо будет очень сочным и нежным. Перед концом готовки смазываем мясо соусом джерки с обеих сторон. Из-за сахара в соусе курица получается очень темной. Это карамелизация, а не подгоревшее мясо. Ямайцы делают совсем черным. Обратите внимание на грудку. Я вас уверяю, если вы раньше пробовали курицу по-ямайски, то вы никогда не ели более нежной и сочной грудки. Это очень вкусное блюдо. Да, нужно заморочиться, в том числе и чтобы найти все ингредиенты. Ну заморочитесь, я уверяю, вы не пожалеете.